Всем привет! Я Фарис Мамедов, и вы смотрите сумеречный анбоксинг на FM Live. В сегодняшнем видео я раскрою свои новые посылки с сумеречной атрибутикой и расскажу о них что-нибудь интересное. Итак, поехали! Часть посылок уже раскрыты, поэтому я просто расскажу об этих вещах, а раскрыла я их прям сразу при получении, потому что мне нужно было проверять там целостность и комплектацию посылок. Хуже они от этого не стали, поэтому посмотрим, что же там. Итак, первое, с чего я хочу начать, это вот такое CD-издание The Twilight Saga Forever Love Song from The Twilight Saga. Простите меня за мой прекрасный английский. Издание, сборник всех самых лучших, по мнению кинокомпании Lionsgate, саундтреков к фильму «Сумерки». И здесь два диска, двухдисковое издание. Вышло оно в 2014 году. Тогда я не успел его купить, но как-то это просто выпустил из виду. А сейчас, когда захотел купить, оказалось, что это не так-то просто, потому что, например, у нас в Казахстане, в России этих дисков уже не найти, и я заказывал в интернет-магазине, который занимается продажей дисков из-за границы. Это американское издание. Сейчас мы его откроем, и я вам покажу, что внутри. Здесь два диска. Один черный диск, и вот так, открывая в другую сторону раскладушку, мы видим второй диск. Диск 2. Всего на каждом диске по 17 песен. Вот на обложке задней их список. В принципе, все их можно скачать в интернете, и они есть у меня на саундтреках к каждому фильму по отдельности, но я захотел купить такое издание, отсинхронизировать его в iTunes. Также в этом издании такой вот постер. И с другой стороны список песен, авторы и так далее. Ну, постеры я сейчас не вешаю никуда. Я вообще никогда эти обложки, которые разворачиваются, не использовал по предназначению. Оставлял всегда их в первоначальном виде. Вот такое вот издание. Стоило оно мне вместе с доставкой где-то в районе $18. Это, конечно, не мало, но в принципе и не так много, как могло быть, учитывая, что сейчас их найти гораздо сложнее. Итак, продолжая тему музыки, которая, как и тема «Сумерек в моей жизни», идет постоянно, красной нитью, открываю следующую посылку, которую я заказал на eBay. Поехали! Прекрасно, так красиво. Аллилуйя! Это вот такие офигенные издания. Сейчас мы их откроем. Посмотрите, это прекрасно! Я заказал эти прекрасные тетради с нотами. Это сборник нот из фильма «Сумерки» и «Новолуние», для того, чтобы можно было играть на фортепиано, на гитаре и чтобы петь. Издание очень качественное, глянцевая обложка, внутри очень качественная бумага, плотная. Как я понял, эти книги нотные выпускаются в нескольких видах, где музыка адаптирована под разные уровни владения инструментами. Вот я купил достаточно простые версии, но так просто совпало. Боже, я как будто бы вернулся в музыкальную школу снова. «Новолуние» потолще, но здесь больше музыки, а «Сумерки» потоньше. Вот этим книжкам я реально очень рад. Они стоили $14 мне вместе с доставкой, дошли достаточно быстро. Я так давно хотел эти издания. В школьные годы я ходил в музыкальную школу и играл на баяне. И теперь мне интересно, каково это будет на баяне сыграть. Прекрасное дополнение в мою коллекцию. Очень интересный, красивый, а самое главное, полезный издание, которые можно будет использовать прохладным летним вечером, сидя у фортепиано и играя что-нибудь типа колыбельной Беллы или какого-нибудь трека из «Новолуния». В общем, это супер! Следующая вещь, она тоже уже распечатанная, потому что я проверял ее на месте в пункте выдачи. Посмотрите, это прекрасное ожерелье Розали из «Рассвета». Каждый член семьи Калинов имеет украшение какое-то с фамильным гербом Калин. В «Рассвете» режиссер решил немножко их изменить и добавил новые элементы нашим героям. Вот, например, у Розали появилось вот такое ожерелье. Сейчас я открою его. У меня есть мерч из каждого фильма «Сумерек», но вот именно по «Рассвету» первой части и по второй у меня мало каких-то интересных штучек от фирмы Неко, и поэтому, как бы это ни звучало странно, я радуюсь даже самому тому, что у меня появились эти вот картоночки, брендированные по каждому фильму. Кстати, моя футболка тоже с логотипом первой части фильма «Рассвет». Возвращаясь к этому колье, на очень толстой цепи, цепь вековая, мне кажется, ее очень трудно будет сломать. Смотрите, вот так это надевается, тут протаскивается. Как вы думаете, стоит ли мне это примерить? Конечно же, стоит. Хоть я и не Розали совсем, но... Ой, так, вот сюда, это так проверю, вот так теперь. Вот, посмотрите,
Оно, конечно, женское, но я носить его и не собираюсь, я взял его только для коллекции, потому что мне хотелось иметь такую вещь, она очень выглядит солидно. Какое-то фамильное ожерелье, украшение, вполне соответствующее стилю и духу сумеречному. И несмотря на то, что сейчас атрибутику по фильмам «Рассвет», часть 1, часть 2 найти практически невозможно, вот серьезно, нигде ничего нет, уже не осталось. Это украшение обошлось мне достаточно дешево, за $15 я его заказал вместе с доставкой. Внутренняя часть герба, она как будто бы отдельная, и вот держится за счет этих загибов железных. Выглядит все достаточно уверенно, прочно, поэтому не думаю, что это сломается, если, конечно, не рвать целенаправленно, но делать этого никто не собирается. Ну а теперь я открою тоже посылку, которую я очень рад получить. Я получил ее реально сегодня, то есть не вчера, не неделю назад, как обычно это делаю, потом снимаю. А вот сегодня пришел с почты и забрал этот конверт. Он пришел ко мне из России, от одной прекрасной девушки. Я очень давно, только еще вышел фильм «Сумерки. Рассвет. Часть 2», хотел себе украшение Беллы, которое у нее с фамильным гербом Кальнов. Это напульсник. Он очень похож на напульсник Эдварда. Я хотел купить его еще тогда, но тогда для меня он стоил очень дорого. А сейчас я искал его в течение последних, наверное, 1,5 или 2 лет, и вы знаете, нигде нет, нигде невозможно найти. Единственное место, где я нашел, это на eBay у одного всего продавца. Напульсник появился в продаже буквально недели 2 или 3 назад, но стоит он там $200 практически. Извините, $200 платить за браслетик я не был готов. Я нашел другой способ приобрести эту вещь. Сумеречный магазин, в котором раньше я покупал все вещи, где помогал даже работать администратором. Я посмотрел отзывы других покупателей, да, додумался до этого. Нашел девушку, которая покупала этот напульсник много лет назад, написал ей, и она согласилась мне его продать. Вот, это было просто какое-то невероятное счастье для меня. Я писал, естественно, без всякой надежды, просто на авось. Цена просто невероятная получилась. Обошелся мне напульсник 800 рублей вместе с доставкой. Это $12 и дошел до моего дома буквально за 2 недели. Он, конечно, БУ, но надеюсь, сейчас меня не будет ждать разочарование. Боже, у меня реально сейчас сердце колотится, потому что я боюсь. О, боже мой! Он здесь, он у меня, он прекрасный, и он целый, как будто бы новый. Боже, это прекрасно. Боже, он такой изящный. Смотрите, вот такая красивая картоночка. Здесь немножко помят, но все-таки прошло уже 4 года с того момента, как девочка купила этот браслет. Поэтому даже само то, что она в таком виде это все сберегла, это уже какое-то чудо. Смотрите, вот здесь тоже есть немножко помятости, но, как я уже говорил, он был в употреблении, его носили, поэтому это нормально, да? Хуже, чем я думал. Очень такой узкий, нежный, я бы даже сказал. Кожа непрочная, наверное, даже это кожзам скорее, но я не очень разбираюсь на ощупь. Герб сам по себе тоже гораздо меньше, чем у Эдварда. Конечно же, я не могу его не примерить, потому что даже у меня есть большой соблазн периодически его носить. Вот посмотрите, вот это чудо, ради которого я выносила себе мозг не 1 месяц и даже год, и наконец приобрел его. И это супер, господи, это видео очень богато на эмоции, Потому что я реально рад каждой вещи, которую сегодня вам показал. И это большое-большое чудо, большое-большое дополнение для моей сумеречной коллекции. Все эти вещи и это тоже просто супер. И я очень рад, надеюсь, вам тоже понравилось смотреть это видео. Надеюсь, вы для себя узнали что-нибудь новое из мира сумеречной атрибутики. Поэтому, если вам эта тема интересна так же, как и мне, переходите в мой плейлист «Сумеречная сага», там есть другие обзоры. Ссылка на этот плейлист в описании под этим видео. Смотрите мои другие ролики, сумеречные и не только. Подписывайтесь на канал и на мой инстаграм. Не забывайте комментировать, оставляйте в комментариях, что вам понравилось больше всего, а что меньше. А также просто писать приятные вещи, мне будет очень радостно их читать. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч, друзья!